Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 11 апреля, четверг. Рад вас приветствовать после вчерашнего, я бы сказал, рабочего отпуска. Ну и сегодня речь идет о том, что взволновало всю Украину вчера. Это история по поводу того, наносить удары по российским НПЗ или нет. Скажу сразу, это ИПСО. Это ИПСО, которое создано в России с использованием, ну, просто спонтанно возникшей обстановки в Конгрессе Соединенных Штатов, которая была спонтанно, скажем так, но организована крайне правыми республиканцами, врагами Украины. Начать я хотел бы вот с чего. Значит, Financial Times вчера вышла под заголовком «Момент истины для Америки в отношении Украины». Республиканцы стоят перед суровым выбором – помочь Украине или сохранить верность Трампу. Ну и пару абзацев, которые отражают суть проблемы. Республиканские правые, то есть трамписты, маговцы, рассматривают Украину как врага, а Россию как друга. Определять эту позицию как изоляционистскую – это проявление лени, и это было бы неправильно. Эта позиция активно пророссийская. То есть Трамп и его ближайшие соратники – это пророссийская сила. Украинская, вот что говорит Мэджори Тейлор Грин, watchdog или сторожевая собака Трампа в Палате представителей. Кавычки открываются. Украинское правительство нападает на христиан. Украинское правительство казнит священников. Россия этого не делает. Она не нападает на христианство. На самом деле они, русские, защищают его. Кавычки закрываются. Ну, вы понимаете, всю глубину идиотизма этого заявления. А это один из видных маговцев, которые, значит, наводят страх на остальных представителей фракций в палате Конгресса США. Ну и вот на этом фоне и произошло выступление в Конгрессе, в Сенате, в Сенатском комитете по делам вооруженных сил, которое послужило причиной дальнейших бурных обсуждений в украинском информпространстве. Значит, это было открытое слушание. Вообще, слушания в Конгрессе, как вы знаете, бывают открытые и закрытые. Если надо обсудить серьезные, действительно принципиальные, профессиональные вопросы, особенно в области вооруженных сил, все это делается закрыто. А для того, чтобы показать народу, как работает Конгресс по контролю над шаловливой администрацией, любой, я не имею в виду только Байдена, устраивается публичное слушание, которое в основном проходит как порки. На этот раз республиканцы пытались использовать эти слушания для того, чтобы оправдать свою позицию, которая в основном, значит, выражалась против оказания помощи Украине и являлась пророссийской, как я вот сказал, ссылаясь на Financial Times. То есть отбелить себя и свалить всю вину, если возможно, на администрацию. Вот выступал Остин. Задавали ему там было два вопроса, самые такие острые, из которых и все это каша заварилась. Задавали сенаторы Коттон и Шмидт, оба противника помощи Украине, особенно Шмидт, который сам признался, что он уже до этого проголосовал против помощи, а теперь ему надо было найти себе моральное оправдание и оправдаться перед своими избирателями, если что. Итак, задается вопрос. Крым. Мы должны выступать, то есть мы, американцы, за изгнание России из Крыма. Чья это территория? Но это уже все. То есть этот вопрос, как ни ответь, всегда противник Украины использует его в своих интересах. И если Остин говорит, что мы выступаем за то, чтобы силой вернуть Крым обратно в состав Украины, значит, тогда его обвинят
в том, что сделать это чрезвычайно сложно, для этого потребуется уйма денег, администрация хочет втянуть Америку в бесконечную войну без видимого результата там, и бла-бла-бла и так далее. И если он скажет «нет», ну, хотя он и не сказал, и не мог сказать. Если он скажет, ну, сказал бы, если бы, нет, мы не должны настаивать и помогать Украине добиваться этого, но это был бы вообще идиотизм, который, ну, никак не согласуется ни с моралью, ни с международным правом и так далее. Тогда бы опять долбили администрацию за то, что у нее нет стратегии. И Остин ответил единственно возможным правильным образом. То есть он сказал, что Крым – это территория Украины с точки зрения международного права, но это Зеленский, его правительство, и прежде всего он сам, кто должен решать, что делать с Крымом и как это делать. Позже официальный представитель Министерства обороны генерал Рейдер сказал, что наша официальная позиция заключается в том, что мы помогаем Украине отбить российскую агрессию и выставить врага за пределы украинской территории. Он сказал это в ответ на вопрос, а помогаем ли мы Украине наносить удары по НПЗ на территории Российской Федерации. На что он сказал, мы не помогаем. Но он не сказал, что мы осуждаем. И что мы сказали украинцам, что они не должны делать. Вот это и есть официальная позиция Соединенных Штатов Америки. Следующий вопрос. По-моему, он последовал от сенатора Коттона. Кстати, Коттон, если так переводить больно литературно на украинский, это будет бавовна. То есть сенатор Бавовна спрашивает, а как там насчет НПЗ? Ну и тут вот Остин сказал ту фразу, которая породила потом последующую бурю. Значит, он сказал, высказывая свое мнение, он сказал, я так считаю. Он не излагал официальное мнение. То есть если сравнивать его мнение, которое он высказал, и затем ту позицию, которую официально продекларировал генерал Рейдер, то более весомая из официальной позиции штатов нужно принимать позицию генерала Рейдера, а не министра обороны Остина. Потому что, ну, так бывает, знаете, политик что-нибудь там ляпнет не то, или плохо себя почувствовал, или еще что-нибудь там. После этого, если его высказывание противоречит официальной правильной государственной позиции, выходит официальный представитель этого ведомства и поправляет своего начальника, если надо. Так вот, значит, он сказал, что его личное мнение, что Украина должна сосредоточиться прежде всего для того, чтобы отбить врага и изгнать из своей территории, и мы не поощряем, опять-таки, не заставляем, не против, мы не поощряем удары по российским, значит, НПЗ, потому что это может иметь эффект бумеранга, может потенциально взорвать международные энергетические рынки. Это первое, что он сказал, то есть, что является озабоченностью администрации. А во-вторых, значит, он сказал, с точки зрения целесообразности, он сказал, что я считаю, что есть другие цели, чисто военные, оперативно-тактические. Вот по ним и надо бить. Это будет более эффективно, чем удары по НПЗ. И вы знаете, когда я сегодня с утра читаю по страшным ударам, которые нанесла Российская Федерация по энергетическим объектам Украины, я вспомнил это мудрое высказывание Байдена, простите, Остина. Это действительно так. То есть мысль заключается в том, что если ты наносишь первый удар по врагу, сильный удар, то ты должен просчитать, какой будет контрудар врага. И надо наносить первый удар таким образом, чтобы контрудар врага не оказался для тебя страшнее, чем тот удар, который ты нанес первому врагу. Потому что если ты бьешь по врагу и сбиваешь, ну, грубо говоря, один танк, а он наносит тебе удар, уничтожая 10 твоих танков, то ты проигрываешь эту войну, по большому счету. Но это так, профессиональное замечание Остина, который он предвидел, видимо, заранее. Поэтому вот, собственно говоря, что произошло. Это не вызвало никакого ажиотажа в Соединенных Штатах. То есть республиканцам, сенаторам не удалось оттоптаться на Остине.
Это высказывание, которое он сделал, привлекло внимание только издание Bloomberg, которое напечатало одну статью, потом она разошлась в различных вариантах со ссылкой на Bloomberg в ряде других американских изданий второго, так сказать, уровня, не в самых крупных. Ну вот, собственно говоря, что произошло для США. То есть он правильно сказал, и так оно и есть. Ему надо было сказать минимум возможного, чтобы не дать возможности республиканцев потом это использовать против администрации. А опасность состояла опять-таки на кону помощь Украине. И это, значит, высказывание того же Остина могли использовать для того, чтобы помешать этой помощи, принятию, утверждению в Палате представителей. А это была главная цель устроителей, значит, этого действия, этих слушаний со стороны республиканской партии. Затем в один день с Блумбергом молниеносно, надо отдать должное, отрабатывает ТАСС, официальный официоз российского государства, где ссылается на Остина, но не шибко на это давит. Во втором абзаце они вообще извратили ситуацию. То есть они не написали в первом абзаце, что Остин сказал, что мы против нанесения этих ударов. Или что мы запрещаем Украине наносить эти удары. Но во втором они соврали. Сославшись на Financial Times, значит, ТАСС написал, что в свое время Financial Times напечатала статью, в которой говорилось, что Америка давит на Украину, чтобы они прекратили удары по инфраструктурным объектам Российской Федерации, прежде всего связанных с нефтью, потому что это может привести в взлет цен, там, и так далее, и так далее. Я нашел эту статью. Это было по-моему, в августе прошлого года. Статья была написана после того, как Украина нанесла удар по Новороссийску. И вот тогда, значит, обеспокоенная общественность в России заволновалась. А Financial Times написала статью, в которой, да, говорит, могут быть варианты, то есть опасно, особенно если Украина ударит потом по таким объектам, там проходит нефтепровод, называется Каспийский нефтепроводный консорциум, через который идет 80% экспорта нефти из Казахстана и примерно 600 тысяч баррелей российской нефти в день. Много. Но опять-таки, там не говорилось ни о каких запретах со стороны Соединенных Штатов, давлению на Украину для того, чтобы это все прекратилось. Я вам рассказывал о позиции принципиально Соединенных Штатов в отношении мировых цен на нефть буквально через несколько месяцев после начала полномасштабной агрессии России против Украины. И эта позиция заключалась в следующем. Держать мировые цены на нефть желательно ниже $100 за баррель. Я вам рассказывал, там целая компания, то есть план американцы задумали. Байден ездил на Ближний Восток, встречался с саудовским принцем, потому что выше $100 – это высокая степень вероятности, что разразится энергетический кризис. А если это произойдет, то возможность Украины получать от Запада помощь резко уменьшится. То есть это было даже в интересах и сейчас, в интересах Украины, чтобы Запад держал цены ниже $100 за баррель. Кроме того, значит, любая администрация в США стремится держать цены на бензоколонки на приемлемом уровне. Я вам скажу так, за последние несколько недель буквально я заметил, цена бензина на бензоколонке у нас увеличилась существенно, ну так, центов на 50. Для американского обывателя это много, это стремительно, скажем так, а на носу выборы. То есть американская администрация уже в 2023 году сказала, что надо во втором, значит, пункте держать цены на бензин на желательно стабильном уровне. Ну и в конце концов, вот этот нефтяной вопрос, цены мировые на нефть, еще раз подчеркиваю, как считали американцы, это так, наверное, и есть, они бы, если ниже $100, то они бы способствовали оказанию помощи или возможностью Запада оказывать помощь Украине. И наоборот, свыше $100 это
эти возможности уменьшаются. Вот, собственно говоря, вот это соображение и было целью, видимо, этого ИПСО. То есть сыграть на особом внимании администрации США к ценам на нефть и возможностью их дестабилизации, взлета, как я сказал, тенденция, ну, вроде не то чтобы сильно, но идет в таком негативном направлении. То есть цена на баррель, бренд уже подошла где-то к рубежу 90 центов, еще чуть-чуть. То есть $90 за баррель, еще чуть-чуть, и уже вот это очень критическая цифра в $100. Ну и вот, то есть идея использовать эту озабоченность для того, чтобы сотворить на ее фоне ИПСО, видимо, пришла в голову некоторым, ну, надо сказать, неглупым людям в Москве, что они и сделали. Но я вам говорил уже, что есть такое выражение «туман войны». Туман войны подразумевает, что есть вещи, о которых нельзя болтать публично, потому что это приносит только вред. Есть вещи, которые нужно решать в тишине. Остин ответил правильно. И он говорил от себя. В американской печати это было интерпретировано правильно, то есть не произвело никакого особого эффекта, да и внимания особенно не привлекло. Но вот в России ТАСС, он усилил эту информацию, добавив туда ложь о том, что администрация США, как это писали Financial Times, повторяю, Financial Times об этом не писала, заставляет, давит на Украину, чтобы прекратили, значит, эти удары на энергетические объекты России. И потом, значит, видимо, из ТАСС это просачивается в информпространстве Украины, и это взрывается. Никто, естественно, в Украине не читал эту Financial Times августа прошлого, сейчас я вам скажу, когда она была. 4 августа 23-го. Я, кстати, сейчас вам буду говорить, где я взял эту информацию. Я десятки источников перелопатил за прошедший день и ночь, имея в виду их опубликовать, вернее, дать на них ссылки, с тем, чтобы, ну, я не знаю, я не уверен, что я смогу это прекратить или положить этому конец, но хотя бы ограничить возможности дезинформаторов из Москвы проводить, ну, совершенно глупую, топорную дезинформацию в информпространстве Украины, которая иногда получается по причине того, что некоторые представители СМИ Украины просто не владеют информацией. Я могу объяснить это только ленью, желанием потратить свое драгоценное время на изучение источников. И поэтому, значит, пускается это как-то на самотек. Так вот, 4 августа 2023 года, это материал, на который ссылался ТАСС, Financial Times пишет: США в целом терпимо относятся к украинским ударам по российской территории, если в них не используется оружие, поставляемое Западом. А в случае с НПЗ, там вроде украинские дроны были. Атака на инфраструктуру экспорта нефти, вероятно, все-таки вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах. Ну, а дальше тут описывается то, о чем я говорил, озабоченность возникновения энергетического кризиса. То есть Financial Times пишет совсем противоположное, что если это не американское оружие, ради бога, стреляйте куда хотите. В этом, кстати, публичная позиция Великобритании, да и Соединенных Штатов позиция этому не противоречит. Вот какую озабоченность на самом деле высказывает Financial Times, все та же статья. Все, что может привести к сокращению поставок российской нефти на рынок, не будет приветствоваться Белым домом, сказала Хелли Маккрофт, бывший аналитик ЦРУ, который сейчас работает там бла-бла-бла. Она добавила, что Вашингтон беспокоит то, что западную поддержку Украине будет сложнее оказывать, если возникнет более масштабный энергетический кризис. Это то, что на самом деле. ТАСС это извращает,
пишет, что сейчас американская администрация запрещает Украине, и тут, значит, забрасывают эту дезинформацию в украинское информпространство и взрывается. Сколько мне тут написали, как же так, почему нам запрещают? Нет, не запрещают. Это ИПСО, которое нужно было определенным кругам и в Америке. Ну, про Россию я даже не говорю. Про Россию я не говорю. У него главная задача, которую мы прослеживаем уже достаточно давно, это вбить, рассорить до такого состояния, когда бы нельзя уже было бы примирить обратно американскую администрацию, единственной, на которой сейчас висит, будет помощь или не будет Украине, в принципе. Это та сила, которая в Америке бьется за это. Дальше я вам буду об этом рассказывать. Другой силы нет. Там рейганисты, республиканцы, они так, поскольку они не могут сами выиграть эту битву против маговцев, против Трампа. А администрация США, она борется. Так вот, значит, кому это нужно было в Соединенных Штатах Америки? Трампу и маговцам, чтобы отвлечь внимание от затягивания вопроса о утверждении пакета помощи Украине в Палате представителей. Докладываю, значит, вы помните, я вам рассказывал, по обещанию того же Джонсона, спикера, сразу после возвращения с пасхальных каникул, а это возвращение состоялось во вторник, он обещал быстренько поставить вопрос на голосование. Теперь, по состоянию на сегодняшний день, а сегодня 11, завтра, 12, он отправляется в резиденцию Трампа во Флориду, чтобы обсуждать, держать совет. То есть ему мало было 2 недель отпуска, в который он отправил своих соратников на пасхальные каникулы, когда он говорил, что я буду работать в течение 2 недель. Значит, он отпраздновал их, теперь возвращается, и теперь начинается все та же тягомотина. Вот от этого им нужно было отвлечь внимание, как в Соединенных Штатах Америки, так и желательно за рубежом. В Украине есть единственная сила. Я давно замечаю, потому что я знаю, кто работает в качестве по различным причинам каналом реализации активных мероприятий Ермака и его ОПы. Так вот, значит, ОПА Ермака является главным распространителем дезинформации в отношении администрации Соединенных Штатов Америки, что чудовищно, потому что получается так. С утра Зеленский, или наоборот, с вечера Зеленский обращается: дайте с отчаянной помощью, спасите, иначе все пропало. Сначала у нас все пропало, а потом завтра пропадет, и с вами все будет пропало. И буквально через несколько часов или через несколько дней, бум, в средствах массовой информации вбрасывается вот такая фигня, как эта, из которой следует, что главный враг Украины – это вот Белый дом. И там начинается Салливан, там, ну, сейчас к нему уже Остин с Блинкиным, ну, в общем, все. А зачем это надо ОПЕ? Объясняю. Для того, чтобы отвлечь внимание от провала на фронтах. Ведь когда увольняли Залужного и всю команду опытных, набравшихся опыта генералов в течение 2 лет, чем объясняли-то? Что они, так сказать, хотят обороняться, а нам надо генералы наступательного плана, которые к победе нас немедленно поведут. Ну, вы теперь знаете, вы понимаете, что произошло на фронтах после увольнения Залужного или отстранения Залужного и обезглавливания вообще всего командования. Затем скандал. Ну, да, плохо замедление с поставкой вооружений, в частности боеприпасов. И тут всплывает история о том, что с листопада прошлого года лежат в большом количестве так необходимые ВСУ снаряды, лежат они в Словакии. И представитель компании, которая выполнила этот контракт, там все оплачено, обращается уже 2-й раз, причем так по большому счету, до этого он уже обращался и к президенту, там, в общем, ко всем должностным лицам Украины, включая посла, заберите их. Они же вам нужны, вы кричите, что нужны. Проходит с листопада много времени, и теперь он еще раз, когда бойцы Украины жалуются, что враг по разным данным превосходит их в обстрелах в отношении 10 к 1, но последние данные американцы считают 5 к 1 буквально,
ситуация вроде улучшилась за последние 2-3 недели. Ну вот, и в то же время валяются где-то снаряды, и никого это не волнует. То есть в отчаянии кричит представитель компании: "Ну, заберите же их, наконец". Это непонятно. То есть саботаж, измена, идиотизм. Трудно объяснить. Затем еще один вопрос. Я вам рассказывал и повторяю, потому что имею еще дополнительное подтверждение. ВСУ как минимум 3 месяца назад переданы ракеты, их уже, можно сказать, сотни, дальностью 400 километров и больше. За это время, значит, за эти последние 3 месяца происходили критические события на полях сражения Украины, в частности, Авдеевка и так далее. Люди, которые поставили эти ракеты в Украину, они до сих пор озадачены. Почему они не применяются? Что ждут власти Украины? Раньше можно было свалить на Залужного, который имел какую-то самостоятельность. Сейчас же все под контролем ОПы. Чем руководствуется эта ОПА, не применяя, значит, это оружие? Ну и не исчез еще очень важный вопрос. Напряженная ситуация, изыскиваются все ресурсы. Я дальше вам покажу, что делают в этом плане американцы. Это администрация, в частности, Пентагон. А в Украине как-то так заиграли вопрос, куда делись 36 миллиардов гривен, которые исчезли, вернее, они переведены в офшоры в 2022 году, 44 миллиарда в 2023 году. Это более 2 миллиардов долларов, на которых можно нивелировать сейчас разрыв в количестве боезапасов между вооруженными силами Раши и Украины на полях сражений. Никто не спрашивает, потому что все сейчас кричат: американцы не разрешают нам бить по НПЗ. Состоялся отвод внимания на негодный объект. А нужный объект, вот спросить Ермака, его ОПУ, где деньги, ЗИН, и почему до сих пор они не найдены. Ведь есть же, наверное, документы, куда они переводились. Не можете сами, обратитесь за помощью, помогут, наверное, с удовольствием это сделают. Заиграли, заиграли. Ну и еще очень важный вопрос. Значит, американцы, сегодня буквально было напечатано интервью генерала Каволи, это командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе, который сказал, что главный вопрос сейчас, с учетом всех сложностей, это не НПЗ, а снаряды, боеприпасы и ракеты или перехватчики противовоздушной обороны. Вот что необходимо сейчас. Он сказал, мы их поставляем. К сожалению, не в таких масштабах, которых нам хотелось бы, но тем не менее мы принимаем все усилия для того, чтобы, значит, закрыть эту дыру, которая образовалась буквально последнее время. Еще раз обращаю ваше внимание. У нас есть туман войны, о котором говорят многие. И при этом этот туман должен быть выгоден тем, кто умеет им пользоваться. То есть кто умеет не болтать, а скрывать те полезные вещи, развитие событий, которые имеют место или которые ты сам создаешь. Но, видимо, не до всех все это доходит, поэтому объясню все-таки. Самое главное, что нужно понимать вот в этом сейчас скандале, в этом ИПСО, что Соединенные Штаты сами создали для Украины, или, вернее, критически в важной степени помогли Украине создать это оружие, при помощи которого Украина наносила удары и наносит, и, надеюсь, будет наносить по не только НПЗ российским, но и по другим, может быть, еще более важным объектам. Потому что, как можно сейчас, есть противоречия в деталях, но в целом, значит, получается такая картина, что для вот этого чуда, скажем так, беспилотника украинского, для его создания использовал легкомоторный самолет, дальность полета которого где-то, как минимум 800 километров. А дальше его превратили в чудо крылатую ракету, стелс, невидимку. И сделано это было при помощи компьютера, который находится на борту этого самолета-дрона.
Смысл этого компьютера заключается в том, что он направляет этот дрон, не связываясь ни со спутником, ни с пунктами управления на Земле. Делается это при помощи заложенного в этот компьютер, заложенной информации, которая в основном состоит из снимков спутников. Это высокого качества снимки, их неимоверное количество. То есть это полностью территория в нужном разрешении, полностью территория не только Украины, но и Российской Федерации в радиусе там, до 1000, а может и больше километров. И когда самолет летит, то есть это дрон, его ведет именно этот компьютер. Ему не надо получать сигналы ни со спутника, ни с Земли, и поэтому он полностью невидим. Но мы, наверное, понимаем, да, что такие снимки в таком количестве и программу по их обработке, она не могла свалиться с неба. То есть я считаю, украинские айтишники, они одни из лучших в мире, но для создания этой программы, этого компьютера нужны были снимки в огромном количестве спутников. А такие спутники имеются в наличии только у Соединенных Штатов Америки. То есть в критической степени в создании этих дронов, чудо-дронов, принимали участие Соединенные Штаты Америки. Но, наверное, нет смысла об этом кричать. Для этого и существует туман войны. И смысл его для нас с вами и для американцев состоит в следующем. То есть Российская Федерация через свои все каналы пропаганды, соловьиные пометы, они орут о том, что они находятся в состоянии войны с НАТО и прежде всего с Соединенными Штатами Америки. Им это нужно, Путину это нужно, потому что, нагнетая таким образом истерию внутри страны, он мобилизует население до такой степени, когда орки, они будут готовы питаться корнеплодами и запивать боярышником, но мобилизуются для защиты под лозунгом там «Родина в опасности», на нас напала Америка руками Украины, и нас хотят всех убить, как визжат там на соловьином помете все эти сумасшедшие, этот бал сатаны. Позиция Соединенных Штатов и Запада состоит в следующем. Первое. Не дать этой возможности бледной моли. Чтобы русский народ, ну, не орки, с ними невозможно работать, с орками, но, наверное, есть там еще, остались люди, которые не полностью поддаются влиянию, скажем так, не в решающей степени влиянию пропагандистских, значит, передач, у них есть еще свобода восприятия, и они поймут, что та война, которую ведет бледная моль в Украине, это война вот этого сумасшедшего, в основе которого химеры в его собственной голове. Это война, в которой никто на Россию не нападал, и вообще нету ни экономических, ни политических, реальных причин для начала его агрессии, в ходе которых уже погибло, ну, вернее так, общее количество жертв перевалило через сверх полумиллиона. Это больше, чем потери Соединенных Штатов во всей Второй мировой войны. И это правильная позиция. То есть не надо Америке, не надо Украине, чтобы Путин считал, что с ним воюет весь Запад. Потому что тогда вместо того, чтобы мобилизовать 150 тысяч, он мобилизует 2 миллиона. И вот тогда это будет большая потеря. И повторяю, там, орки в угаре этой пропаганды на нас напало весь Запад. Это война цивилизаций, чего собственно говоря, не совсем правильно, скажем так. В общем, идея состоит в том, чтобы лишить его этой пропагандистской возможности, а для этого не надо иногда называть вещи своими именами. То есть, с моей точки зрения, разумная позиция состоит в следующем. Не надо публично болтать и задавать дурацкие вопросы, типа администрация Байдена, она за полный разгром России или не за полный? Пусть она определит, что есть ее понятие, как она понимает победу Украины и поражение России. Потому что есть такие понятия. Вот,
в английском языке американцы говорили во время Второй мировой войны «lose lips, sink ships». Ну да, литературно переводя, «болтающие губы топят корабли». Позиция, в общем, понятная, как это сформулировал и Райдер, представитель Пентагона, и как дипломатично ответил Остин: мы помогаем Украине отбить врага, выбить его с территории страны. А дальше, как это пойдет, все будет решаться на поле боя. А на поле боя помогает Америка, другие страны Запада, Украине создать такое оружие, которое необходимо для достижения определенных целей. Потому что вот эта болтовня, она взвинчивает ситуацию, доводит ее до кипения и приводит к поражению быстрее и более эффективно, чем реальная война на поле боя. Я вам напомню, из-за чего разгорелось так, по большому счету, если все это свести к какому-нибудь вот самому главному случаю, то это было не убийство эрцгерцога Гавриила Принципа, а это была ссора между Австро-Венгрией и Сербией по поводу одного пункта ультиматума, который выдвинула Австро-Венгрия. То есть там несколько пунктов было, которые Сербия приняла, один пункт, с которым она категорически не согласилась. Это то, что Австро-Венгрия сама будет проводить на территории Сербии расследование по поводу убийства эрцгерцога. Ну и вот Австро-Венгрия, для нее это был принципиальный вопрос, настолько принципиальный, что она влезла в войну из-за него, и в результате которой она прекратила свое существование. То есть поменьше риторики публичной, побольше дела. Но, тем не менее, значит, случилось так, что России удалось, соврав во втором пункте заявления ТАСС и направив эту информацию в Украину, в том числе через свои профессиональных сливных бачков и каналов реализации активных мероприятий, о чем я вам дальше расскажу, ей удалось поднять этот весь шум в Украине. Как это проводилось? Я вам хочу привести конкретный пример, который прямо является лучшим результатом или характеристикой того, как России удалось это все сделать. Опять же, значит, к этому случаю привлек мое внимание мой сын, который прислал мне ссылку на интервью в украинском ютубе с надписью «Что за ерунда?». Слушаю, действительно ерунда. Какой-то болгарин по фамилии Пасков дает интервью. Никогда о нем не слышал, ну и сразу, прежде чем слушать, а стоит ли вообще слушать, делаю 3 запроса, вернее, провожу 3 исследования. Первый. Засылаю знакомым в Болгарию, кто такой. Во-вторых, проверяю через американские средства массовой информации и проверяю через российские. Что я вижу, значит, из Болгарии? Пламен Пасков, какой-то третьеразрядный националист-самовыдвиженец, который организовал какие-то протесты против вакцинации и ковида, распространял фейки по поводу чипизации, то есть большой любитель конспирологии. Сотрудничал с обеими крайне правыми партиями в Болгарии, которые обе единственные пророссийские партии в парламенте. Очевидно, финансирование из России. Затем никто его реально не знает в Болгарии, у него какой-то ветеринарный бизнес в Москве. Дальше направляюсь в Москву, так сказать, в ходе своих исследований. Он действительно ветеринар, и с этим он переместился в Москву еще достаточно молодые годы. Якобы там не хватало таких высококвалифицированных ветеринаров в Москве, как это есть в Болгарии. Но следов его ветеринарной деятельности в Москве нет, зато он тут же сошелся с крайне правыми махровыми нацистами в Москве. В частности, нашел его след. Организация называется «Русская национальная линия», как примерно так. А там у нее, значит, лозунг православия, самодержавие, народность. Это кредо, это религия махрового русского национализма, который этот лозунг придумал еще граф Уваров,
1833 году. Это министр национального образования. Но этот период, когда во мраке возникала, или вернее развивалась империя российская Николая II, которая шла к пику своего развития, и все это глюкнуло в ходе стремительного и кошмарного поражения в Крымской войне 1854 года. Вот, то есть он сошелся с крайними националистами, там сейчас еще зашел туда, не поленился. Последняя статья висит, в которой по поводу событий в Крокус-Сити, где в этом обвиняются саларейховцы. Господа, чувствуете? Саларейхи. Естественно, Украина. Все. То есть это мракобесие полное. И там целый ряд его выступлений, видео. Значит, судя по всему, в России особой надобности в таком деятеле не оказалось, своих было полно. Поэтому он из Москвы через некоторое время направляется в Беларусь, где он активно выступает на болгарском государственном телевидении. На это внимание обращают американские источники, в частности, Radio Free Europe, английский вариант, который отмечает, что, понятно, кто выступает на болгарском телевидении, то есть на государственном белорусском телевидении. Там он распространяет всевозможную чушь, конспирологические теории по поводу чипизации, про то, что вирус ковида был специально выведен для уничтожения народа хань, естественно, американцами, потому что народ хань – это 92% населения Китая. В лабораториях ЦРУ вот это все вывели и так далее. Но вот этой хренью он занимался, выставил свою кандидатуру в 2016 году на должность президента, на пост президента Болгарии, никто этого не заметил. Потом каждый раз, как не выборы, он выставлял свою кандидатуру в какую-то партию, в основном вот эти две правые. Набирал он там всегда 0,22 или 24 тысячных. Вот. Но был то есть полноценным низкопробным чайником, грязным бачком для слива всевозможных российских конспирологических теорий и активных мероприятий. Ну и что я слышу? Почему сын там прислал? Сразу с захода он начинает, конечно, с выступления Остина, где тот, запрещает Украине, то есть сразу раскол, и отсюда переходит, что да, администрация Байдена вообще давно уже Украине по-настоящему не помогает и помогать не будет, поэтому все, конец, закончила, надо сдаваться Путину. И льется ахинея просто, вот черная тупая дезинформация. Почему я называю черная тупая? Потому что в дезинформации должен присутствовать интеллект, который прежде всего заключается в чем? Если ты обманываешь, вводишь в заблуждение, то ложь должна быть непроверяемая. Этот же несет просто ахинею. И вот я решил, для того, чтобы вам показать, как это все делается, на кого она направлена, скажу сразу. Она направлена на тех людей, которые не владеют вообще вопросом, не в теме, и поэтому чем более ужасную информацию они получают, их незаполненная соответствующая информация о данной теме пространство в мозге наполняется этим мусором и приводит к взрыву буквально. Все пропало, что же нам теперь делать? Ведущие. Меня поразил ведущие. Вопрос о помощи Соединенных Штатов Украине, он висит, вот сколько идет война, столько он и висит. А начался он еще при помощи трампистов из разряда хороших, так сказать, русских. Он возник еще с Женевской встречи Байдена и Путина летом 2021 года. То есть за все время, сколько в украинском информпространстве жуется этот вопрос, ведущие-то могли бы уже ознакомиться с соответствующими документами, соответствующими материалами и разобраться, где там дали какие-то деньги, где не дали и как обстоит дело. Здесь же, несет, я даже не знаю, как ее назвать, когда назвали это чернухой, что ли. То есть несется помои грязи и яда в уши тысяч людей, которые слушают эту передачу. Ведущий сидит, улыбаясь, кивает головой, хлопает глазами и еще и поддакивает.
Но меня это просто убило. Просто убило. То есть вот так вот легко впускается в информационное пространство Украины как ковид, информационный ковид. Вот этот прохиндей, залетный гастролер из Российской Федерации, который и в Болгарии понятно, кто он такой, и в Америке понятно, кто он такой, в средствах массовой информации. В Украине он не первый раз, кстати, выступает. Непонятно. И несет чушь. И выполняет главную задачу ИПСО Российской Федерации. Вбивает клин между Украиной и единственной силой Соединенных Штатов Америки, которая еще бьется за помощь Украине. Кому это выгодно? Я надеюсь, все понимают. Поэтому я, значит, вот решил, что лучше всего, вот учитывая, ну, накипело уже, больше терпеть это невозможно, потому что, ну, вот это не только, я имею в виду, но это совсем уже пустой, низкопробный ржавый бачок. Но эта же фигня, она несется и от других сливных бачков, каналов реализации вражеской пропаганды, потому что это все как под копирку. Фабрикации, фабрикации, фабрикации. Кстати, на том же канале некоторое время назад, совсем недавно, там выступал некий аптекарь первого ранга, такой же тупой, как этот, и такой же такой целеустремленный, но настоящий кремлевский трампист. И ведущая, на тот раз ведущая была молодая девушка, как говорится, молодая, но ранняя, с хорошим, видимо, образованием, которая понимает, что прежде чем браться за какую-то передачу, надо освоить информацию. И она ее освоила в достаточной степени, чтобы надрать этому аптекарю первого ранга уши. И она это сделала. А вот на этот раз, значит, с этим болгарином как-то это не получилось. Поэтому, значит, я решил. Я взял все тезисы. А это те тезисы, которые у всех на слуху, по которым вы мне присылаете масса вопросов каждый божий день. Я вот перелопатил десятки источников. Я их сейчас здесь выписал. Я вам как-то их буду называть их. Я вам сделаю как-то отдельный документ. Не только для зрителей, слушателей, которые сами хотят разобраться с этим делом, но и в качестве шефской помощи телеведущим или блогерам, которые хотят ознакомиться. Им лень или времени не хватает самим заниматься этим поиском, исследованиями. Я вот приготовил несколько десятков документов со ссылкой. Зайдите, прочитайте, и вам все станет ясно. И вы поймете тогда, вы сможете разделять, где вражеская пропаганда, а где, возможно, для дискуссии. Кстати, я должен вам сказать, значит, мне могут, конечно, возразить, что это же средства массовой информации, надо каждую точку зрения выслушать, может быть, обсудить. Точку зрения – это да, если только не вражеская пропаганда. Но если ты уже приглашаешь, во-первых, прежде чем ты кого-то приглашаешь, ты должен его проверить. Я вот его проверил в течение часа где-то, получил эту информацию, да его метлой надо гнать отовсюду. Куда его приглашать-то? Он не специалист по Америке вообще. Как он вообще оказался на этой передаче с этой темой? Из Болгарии через Белоруссию, потом бац, специалист по оказанию американской помощи Украине. Фантастика. Но если уже приглашать такого, то для того, чтобы устроить ему показательную порку. А для этого нужно самому подготовиться. Поэтому, значит, вот, господа, это вот была первая часть моего сегодняшнего видео. А в следующем я вам продемонстрирую, ссылаясь на документы, на солидные источники, и вы поймете, как сейчас, я вам дам ответ на вопрос, как сейчас обстоит дело с американской помощью Украине реально, сколько там денег реально, и на что мы можем рассчитывать дальше, и что является приоритетом у американской администрации сейчас и у ВСУ. И как сделать так, чтобы выйти в данной сложной ситуации победителем. Поэтому надолго с вами не прощаюсь. Встретимся буквально через час. Постараюсь это сделать и записать вам вторую часть этого видео. Поэтому не буду надолго с вами прощаться. До скорой встречи.